давай поговорим про ретро-дропы и без палева пошилим или палевно пошилим твой продукт. Слушай, можно выбирать, то есть говорю, я вот давай сначала коротенько, кадром. что это такое, Да, потому что кадром. не все как бы Я говорил, шарят. да, давайте начнем с того, что это такое. То есть, во-первых, какого хера вот эти все ретро-дропы, airdропы так сейчас всех там возбудили? Возбудили, вот одним из первых его раздал Uniswap. То есть была такая история, да, ребята из Нью-Йорка долго не запускали токен, а потом все-таки уж как-то они уговорили Андерсен Хоровиц, там, Парадигм, всех, кто в них проинвестировали, говорят, ну, токен, типа, вот надо бы... А почему уговорили, почему им удалось уговорить, это немножко ретроспективный исторический ракурс. Значит, потому что пришли школьники безбашенные и сделали суши, и сделали вампирскую атаку на протокол Uniswap. То есть они все скопировали один в один, как Uniswap V2, и добавили токен. И сказали, если вы к нам переведете ликвидность, вот тут в одну кнопку, то есть просто можно было в одну кнопку переместить всю ликвидность из пары, допустим, ETH, USDC на суши, и за это получить фарминг. В этой паре тебе сразу начинали начислять токен суши. Очень умные пацаны в Нью-Йорке просто охуели. Они вот на это смотрели, как мы сейчас с вами вот так сидели, смотрели. И как потом... у них вот так ликвидность, да? Да, их просто задрейнили. То есть чисто за неделю там можно найти, я не знаю, там у вас на монтаже найти вот эти вот скриншоты, как чуваки, школьник из суши, а это был в одну калитку тип. Просто какой-то бангладешский там пацан, которому дали, блядь, Android, и он с андроида въебал Uniswap. То есть там сидит команда в Нью-Йорке с венчурными фондами, ты понял, на самолетах там летают, очень модные, и пацану просто, блядь, в Индии достался нахуй Android какой-то телефон, и он такой заходит, блядь, GitHub, нахуй, скопировать. Туда-сюда, там модифицировал, добавить токен, что еще, запустил и сделал твит. Какой-нибудь еблан типа Илона Маска, о, прикольно, репостнул, и все, пиздец, вот бинго. И чувак за неделю просто забирает всю ликвидность, типа $1 миллиард ликвидности из Uniswap. И они в шоке, то есть они понимают, что они забрать не могут, и нужен токен. То есть нужно как-то вознаграждать, блядь, людей, потому что весь фарминг ушел туда, потому что вот все. У них нечем крыть, короче. И они срочно, во-первых, это нажало на педаль, они выкатили версию 3, которую закрыли. То есть третья версия, когда появилась Uniswap, вот эта концентрированная ликвидность, охуенная вообще вещь, то есть в этом надо разбираться, это там много умных слов, таблиц и всего. У нас, кстати, есть отдельный видос, который набрал меньше всего просмотров. То есть если я вот такую хуйню сейчас с вами мы пиздим, ха-ха, хи-хи, там посмеялись, да, там матом поругались, просмотров больше. Все классно, лайт-контент. Записываю шумный контент с таблицами, разбор Uniswap, как вам заработать на Uniswap. То есть я записал, точнее не я, чуваки из Нью-Йорка сами нарисовали таблицу в Excel, где просчитали, короче, коэффициент эффективности вашего капитала. То есть если вы вкладываете и как вы сужаете пул, то есть сколько иксов можно добиться, сужая, короче, коридор ваш. И, грубо говоря, там такая таблица, и там написано, то есть если ты кладешь, допустим, $10 тысяч и сужаешь коридор цены волатильности 1% вправо, 1% влево, то есть минус 1%, плюс 1% от текущей цены, и у тебя, допустим, курс постоянно волатилит в этом коридоре, то у тебя эффективность, типа, я сейчас не вспомню, ну, типа, от 50 до 100 иксов на капитал. То есть твоя, там, $10 тысяч превращаются, блядь, в $10 миллионов. Вот, и вот там вот идут, и ты выбираешь самую объемную пару, то есть, грубо говоря, то есть, к примеру, есть пара ETH или обернутый VETH и USDC. Это самая большая по объемам в сутки пара. Там бывают объемов иногда, типа, ну, чтобы не спиздеть, там 100, 200, может, иногда миллиард в день. То есть они уже чпокали центральной биржи. То есть вот когда вот на пике, там просто сумасшедшие объемы. И там, да, там комиссия у них 0,01, очень маленькая, да, но когда ты зажимаешь коридор, вот, и ты загоняешь туда, допустим, $100 тысяч, у тебя $100 тысяч превращается в 100 лямов, и ты там, короче, вот это с этой, ну, ты можешь переставлять, и есть вот на Plasma Finance как раз инструменты по автоматизации, да, и вот эта таблица была закреплена, короче, вот к этому видео, и я прям за 14 минут, по-моему, рассказал все, закрепил таблицу, даже название кликбейта сделал, типа, как там, что-то там 100 иксов заработать на Uniswap. Блядь, 1000 просмотров. 1000, сука, просмотров. Вот. Рассказываешь как-то поебень, вот, ну, просто, знаешь, хайповую. Все прибежали. И вот, короче, у Uniswap вариантов не было, им пришлось выпускать токен. Потому что они тоже рассказывали все вот эти умные вещи, приглашали чуваков из Парадигм, делали подкасты, ходили по всем подряд. Ну, крутые. Мы сделали V3, концентрированная ликвидность. V3 они, правда, на GitHub закрыли до 1 апреля 2023 года. То есть нельзя было скопировать. То есть первое, что они сделали, они выкатили новую крутую версию и защитились. То есть теперь таким пацанам
пацанам как суши нельзя было просто так скопировать. Но это все равно сильно не спасало, они там, уже что-то там пытались сделать, какую-то там ликвидность как-то они забирали, но пришлось выпускать токен. Они сделали анонс, и, видимо, юридически какая-то была конструкция, что они должны были раздать, я не знаю, как-то часть токенов надо было посеять, раздать людям, чтобы у них не было, типа, какой-то мажорити или большей части, или отсек они там морозились. Я уж тут точно не знаю, в это не вникал. И, получается, они решили так сделать. То есть все, кто до этого, там, допустим, с самого начала основания платформы пользовались платформой, предоставляли ликвидность, что-то там свапали, короче, вот этим всем чувакам на все кошельки, они там 400 миллионов токенов, типа, там, под ним, там, допустим, распределили. И получается, каждый кошелек, который там что-то выполнял, получал 400 токенов. И в моменте они там, на запуске стоили $3. То есть там ты, типа из разряда ты там 1200, там 1500 долларов получал на каждый аккаунт. У нас там с Максом было по парочке аккаунтов как минимум, там, то я с одного, со второго заходил, там с телефоном. И получается, мы в моменте получили за то, что мы пользовались, рассказывали, там вот этой всей херней занимались, мы получили на каждый аккаунт там по 1200, по 1500 баксов. И мы просто охренели. Это же, знаешь, как пример. Ты пришел в Сбербанк, такой постоянно пользовался там услугами, что-то карточкой платил, у тебя на депозите было 10 тысяч рублей, и потом Греф такой: заебись, у меня настроение, а давайте всем нашим пользователям, которые до сегодняшнего дня пользовались, вместо вот не тем чувакам, у которых акции, да, и мы дивиденды раздаем, а давайте теперь вот эти все там 1 триллион дивидендов раздадим нашим пользователям. Мы же на них зарабатываем. То есть, получается, есть акционеры, и мы постоянно дрючим наших пользователей. Они нам бабки дают, там платят комиссии, все, мы пользуются нашим продуктом, все классно, но зарабатываем мы на них. А бабки отдаем вот этим пацанам богатым. Ну, пацанов богатых же много уже денег. Давайте один раз, всего один раз, типа вот этот триллион распилим между теми, кто пользовался. И ты такой заходишь на свой счет, и у тебя там не 10 тысяч, допустим, рублей, да, такие хюракс, у тебя там плюс еще 5 тысяч. То есть для кого-то это капсда вообще. 5 тысяч рублей прилетел, просто так. Вот это примерно такой эффект был. То есть мы пользовались протоколом, потому что он и так нужен. И он, все, другого там особо не было. Это как бы, а потом тебе такие говорят: ну, братан, на тебе на каждый аккаунт по 1,5 зеленки. Бля, пока Слава рассказывает, я чувствую, какая энергетика, стол ходуном ходит просто. Это я писюном просто упираюсь. Такую шуточку делаю. Чтоб ты проснулся. Это, блядь, венчурный подкаст про венчурные, блядь, инвестиции. Писюном стол шатаю. Вот. Это была загадка, вы подумайте, к чему это. Вот в конце будет разгадка. Кто разгадает, да, мы дадим тому еще один приз. И вот, короче, смотри, вот это был первый ретро-дроп, по сути, да. Вот, кстати, хороший вариант. Возьмем на заметку. Кто будет писать плохие комментарии, будете потом в студию сюда приходить, и Серега есть наказание для вас. Простите, пожалуйста. Ну и окей, и что дальше? И смотри, вот это был первый airdrop, когда... И он выстрелил капсда. То есть все об этом написали, там была какая-то эйфория, все просто в шоке были. Ну, то есть это капец, как комьюнити зашло. Ну, а криптонейты такие ребята любят повторять. Хорошее то, что зашло. То есть это получился охеренный бесплатный маркетинг. То есть можно было что-то там писать туда-сюда, но вот про это, блядь, написали все, кто даже писать не мог. То есть чувака рук не было, он носом сидел и ебашил, что типа я дроп получил, понимаешь? Ну, то есть это максимальная типа виральность была. Вот. И после этого начали уже там ребята разные, даже Торнадо Кэш тоже раздал, и мы пользовались тоже Торнадо Кэш, там мы тестировали, как он только появился. Вот что-то там игрались, настраивали этот ZK Sync, вот как оно там типа микшируется. И у нас был один аккаунт. И на этот один аккаунт прилетело токенов в эквиваленте $50 тысяч. То есть это просто, знаешь, вот это раздача невиданной щедрости. Потом там DivideX, но там с DivideX уже с хитростями был. Тоже там у нас есть чувак, Сёма, не знаю, ты знаешь, короче, ну, он, по-моему, был тоже на призе. И он в DivideX, по-моему, 200к плюс получил. Зеленки. И вот таких кейсов до хера. Из последнего это вот Arbitrum, вот, тоже там до хрена они раздали. Потом там есть еще там всякие, там, если ты NFT владеешь еще, ну, то есть там много-много всяких штук. И вот сейчас, получается, осознали, что можно как-то абузить, то есть теперь все понимают, что иметь один аккаунт — это классно, но лучше бы иметь 10, а то и 100, вот, но уже и проекты поняли. И вот, допустим, последняя история с Арбитрумом, они как бы раздали, ну, много довольно, да, но они отбрили. То есть есть такая штука, типа антисибил. То есть когда они видят кластеризацию, то есть, грубо говоря, они также используют вот эти сервисы, типа там Chainlink или еще какие-то, или Duna, то есть они все это делают, снимки блокчейна, потом смотрят на кошельки, смотрят на их взаимосвязь. Если ты с одного кошелька пополнил гирлянду кошельков и со всех, короче, там что-то сделал, как бы, ну, это видно, что у тебя такой одуванчик, да, то есть один, и потом такое у тебя облако, вот, и ты такой весь одуванчик, ебланчик, вот, думаешь, что тебя не заметили, вот, то все это в блокчейне
непрозрачный, все это видно. Ты просто кладезь каких-то словосочетаний. Ну, я же в армии прослужил. Я 5 лет проучился, а потом 5 лет прослужил. 10 лет, так сказать, военной закалки. Слушай, потом появились такие ребята, которые начали собирать инвестиции под это тело. Просто от людей давать мы это, мы сами вручную будем все это абузить. Ну, типа того, да. То есть они придумали часть что-то скриптами. То есть есть на GitHub скрипты, ты можешь пытаться разобраться, но тебе все равно нужен какой-то сервер на Хетснере или там целая цепочка серверов. Потом нужны разные вот эти вот браузеры специальные, антидетект браузеры, когда ты кучу разных вкладок открываешь, ты там везде MetaMask устанавливаешь, потом разворачиваешь вот эти уникальные, создаешь кошельки, потом эти кошельки надо через саб-аккаунты типа OKEx, там Bybit пополнить, то есть каждый кошелек надо уникально пополнить, либо использовать сервисы типа Tornado Cash там или еще какие-то там специальные миксеры, либо пытаться использовать связку, типа, когда ты берешь там у OneInch и у Uniswap, можно использовать их смарт-контракты как прокси. То есть ты туда отправляешь обмен, допустим, USDT на USDC. Но вывод не себе делаешь, а уже вывод делаешь новый кошелек, на да? новый кошелек на один или на целую связку, по-моему. То есть там еще можно усложнять, короче, то есть там делаются специальные контракты, подконтракты для вот этих усложнений, и вот борьба с антисибилом. А лучше использовать все. Слушай, давай для рядового пользователя, откуда деньги? Ну, насыпали тебе этих монет, они же должны... Ну, там математическая разница, банально. То есть, грубо говоря, ты, получается, тратишь на все. То есть у тебя, допустим, есть, 10 аккаунтов, тебе надо на 10 аккаунтах я тебе выполнить... про то, что компании, когда это все создают, ну вот, ты выпустил токен, для тебя же токен вообще воздух. Ты его раскинул своим пользователям там по 1000 монет. Эти пользователи же должны куда-то пойти, чтобы ликвидность была, а ты ее создаешь, эту ликвидность. Не, смотри, как компания. это все гениально просто. То есть здесь вот, знаешь, взаимозамкнутые процессы. То есть есть компания, допустим, какая-то знаковая. Опять же, компании, кто раздает airdrop, их много, но выбирают и абузят там топовые. То есть на текущий момент это там, допустим, 6 проектов. Типа а-ля MetaMask, возможно, даст токен, пока непонятно, даст, не даст, да, там ZK Sync, вот эти все Layer Zero, вот такие там Scroll, еще, вот это вот все сейчас из последнего такого типа топчика, там Debunk, там, возможно, там будет токен, да, вот ты там с Debunk смотришь, там еще там какие-то проекты, и вот из всего, там, допустим, есть сейчас 100 проектов, из этих 100 проектов выбирается, допустим, супер топ-10, которые уже имеют хорошую подписную базу у себя в Твиттере, то есть у них уже много аудитории, которые у себя на борту имеют какие-нибудь там типа а-ля Paradigm, Андерсон Хоровиц, там, других чуваков, которые уже были замечены, да, в проектах, которые давали airdrop, типа Uniswap, там, да, еще какие-то там Arbitrum и так далее. Вот, то есть собирается целая такая там гирлянда поинтов, и там все просто. То есть для проекта они сначала раздают деньги, то есть раздают токен, напечатали токен. Смотри, во время этого огромный посев аудитории происходит. То есть там много-много людей получают этот токен. Это сразу значок топовым биржам. То есть, получается, когда у тебя, к примеру, сразу в первые там 3 дня 100 тысяч кошельков реальных охвачено вот в этой истории, 100 тысяч реальных людей, это для крипты это очень большое количество. И эти 100 тысяч людей, им надо куда-то идти. То есть, либо они идут на Uniswap сразу, то есть на децентрализованные, аналоги решений, смотря в какой там сети раздается, да, то есть это какой-то DEX. Они идут на DEX, это первый самый выбор, да, оптимальный. То есть, и там создается, то есть, проект сам создает пару ликвидности. Он может туда добавить, обычно для них не проблема, то есть это все крупные проекты, они могут создать пару ликвидностей на $1 000 000, к примеру. $1 000 000 против своего токена, и получается токен бесплатный, $1 миллион реальный. Суммарная ликвидность 2 миллиона. Потому что, так работает пул. Вот. Они на 2 миллиона создают. И так работает же у нас история DEX, вот про предоставление ликвидности, что я говорил, что любой человек может ликвидность предоставить. И это тоже некий smart move, то есть когда проект довольно крупный, и там происходит первые сутки огромный объем, и там можно добиться, то есть ты получил эти токены, и ты можешь просто продать, а можешь делать так, половину продать, а половину положить в ликвидность, туда, в стакан положить, и люди будут торговать вот это время. Ты диапазончик чуть пошире открываешь там, да, вот такой, то есть, и у тебя вот он его волатилит как раз, кто-то покупает, кто-то продает, и там типа пролетает миллиард объем в сутки. Миллиард. И за счет того, что пул создается только первый, там обычно вот эти первые пулы, они 1%. То есть там комиссия не 0,01%, а комиссия твоя 1% на каждом свопе. То есть это просто там космос. То есть там, прикинь, проходит, допустим, миллиард объема,
и от этого миллиарда объема 1% оседает в пуле в виде комиссий. То есть это просто космические бабки в начале, и это все смарт-мувы, на которых зарабатывают все. И сам проект зарабатывает, и потом подключаются биржи, причем сразу топовые, типа Binance там дерутся, OKEX, BitGet, Bybit, там мы сегодня говорили, Coinbase добавляет Solana, FTX, не FTX, там садят кого-то. Просто они видят объемы, люди имеют эту Solana, она прям дорожает, объемы идут, все. До свидания, юристы разберутся. Они там, ты пока добавляй. Вот. И вот так происходит. А ты говоришь, о чем? С камеры, не с камеры? Вы посмотрите, что намного выше происходит. То есть у нас люди, знаешь, у нас рынок СНГ максимально токсичный. То есть максимально токсичный. Что бы ты ни сказал, то есть лучше сразу себя отхуесосить, и у них, блядь, вариантов нет. То есть они, он так долбоеб, типа, что ему писать, что он долбоеб, да? Наоборот, напишешь, что ты красавчик. И тогда он выделится, понимаешь? О, нихуя себе, блядь, красавчик. То есть мне писать, что я долбоеб, бесполезно. Потому что я сразу пришел, позицию такую занял, да, окей, пиши, что хочешь, мне еще похуй, типа я своим путем иду, да, как говорится. Пиши, что хочешь, что покупай. Да, поэтому, как говорится, ссылка в описании. Вот. И там, как бы, за рубежом оно, попроще. У нас, да, максимально токсичная хуйня, ты что не скажи, ты все равно будешь неправ, там, как у вечеру не подкаст, или про балет, блядь, или это, и все равно будешь мешают танцору плохому, а вот там танцоры плохие все. То есть те, кто люди пишут комментарии, у них дохуя свободного времени почему-то, чтобы, блядь, написать, ты сильно часто пишешь, сейчас пойдем все сядем, закончится подкаст, как сядем хуярить комменты, блядь. Блядь, вы ретро-тропы, сука, вернись. Не, знаешь, надо тему, как бы, понимаешь, мы как бы должны... Ты правильно, ты молодец, блядь. Вот для этого ты и сидишь, понимаешь? Я уже хочу уйти быстрее. Да. Ты давай там, типа, харе пиздеть. И, короче, вот почему это все происходит. То есть они зарабатывают там на комиссиях, а потом их листят бесплатно, блядь. То есть самое главное, то есть обычно, если ты чмо-проект, там у тебя, типа, 100 коллег, то ты платишь там 50-100 тысяч долларов в бирже, ходишь там, околачиваешь пороги, чтобы какой тебя, блядь, там скамер залистил, да? На своей скамбирже. А так, получается, ты король. Они тебе пишут, ты им говоришь, типа... Вы занесите мне денег. Да, идите нахуй, или хотите листите, не имеем вопросов. Вот там покупаете. И биржа просто некуда деваться. А как с биткоином, кому писать? Сатоши Накамото? Типа там, у нас вот крутая биржа, короче. Хотим залистить биткоин. Да, кому написать? На заборе, блядь, вон, иди там рядом с хуем напиши, что ты хочешь залистить биткоин. Вот. И жди, пока там кто-то прочитает. У тебя ж ебать биржа крутая. Вот. И так примерно происходит и с проектами. Мне кажется, так много мата у нас не было ни в Было, одном. в же выпуске предыдущем, блядь. Но запикайте. Есть же нейросетка, ёпта. Вот, возьмете, я уже сказал, есть нейросетка для монтажа долбоебов, да? Отдельно. Только нас будет монтировать, там, понимаешь? Специальный плагин. Снимай, блин. Специальный плагин. Нас, сейчас снимают и выложат еще все. Ну и хорошо. понял. В запрещенный грамм какой-то, да? Да, какой-нибудь туда. Да, блядь. прекрасно. Окей, все. И что дальше-то? Я уже запутался. Не запутал. Смотри, мы сейчас разобрались, почему проектам это выгодно. Да. То есть они получают бесплатный охеренный маркетинг. То есть все, тут понятно. Ну, понятно. Теперь это где приток бабки у пользователей. хомяков? То есть хомяки, мало то, что он получил, он там может, если грамотно этим распределиться, он половину сразу в стакан пуляет. И, кстати, статистически не надо ждать ничего, да? То есть надо сразу половину, в принципе, на первых свечах, там будет максимальная активность, надо разгружаться как минимум половиной, остальную половину можно делить еще напополам, часть дать в ликвидность, за ней тоже надо смотреть, буквально сутки-двое, потом это все там уже неуправляемая история. То есть оттуда просто забирать деньги. И часть можно себе на всякий случай оставить, вот она может На отрасти. случай, если вдруг... Да, но вы можете пойти, если вы не ленивое чмо, и посмотреть ретроспективно, вот, допустим, там Uniswap, да, там Arbitrum, там Optimism, ну, там все, кто что-то раздавали, возьмите все графики выхода, Ну да, да. посмотрите первые сутки, первую неделю, что было выхода, и просто наложите, вот там есть, допустим, там как TradingView, и на TradingView зайдите, проклацайте, да, и как бы себе, и посмотрите, примерно картина будет одинаковая. Первая неделя какой-то там спайк, рост, то есть буквально вы можете что-то вынуть, а потом вниз, и там какая-то стагнация, а потом уже там идет распределение, да, вот все хомяки выходят, вешаются, и уже потом нормальные дяди начинают это все отправлять уже наверх попозже. Вот как сейчас с Solana примерно происходит. Поэтому тут мы разобрались, да, то есть проектам выгодно, а хомяки тоже, почему хомяки теперь это делают, да, то есть кто-то там руками, кому-то заносит деньги, кто-то, допустим, у него бабок нет, у него есть время. Он садится, начинает это все сам разбираться, делать руками. Это тоже работает, но при этом все равно ему понадобятся бабки на транзакции, то есть на вот эти косты, особенно если это эфировская сеть, или там еще какая-то, где-то эфир самая дорогая сеть. Прям сегодня в 3 раза выросли комиссии. То есть, капец там.
Потом там БСК, Матик, еще какие-то там LR2, LR0. То есть у каждого своя херня, но все равно бесплатного не будет. То есть однозначно вы будете тратить время, вы будете тратить на бриджи, вы будете из одной сети перемещать в другую, там постоянно надо за этим смотреть. Тестнет — это отдельная проблема. То есть у них тестнет может длиться 30 дней, потом они все сносят, и ты заново начинаешь. Они сносят, и ты заново начинаешь. То есть это все меняется, то есть это боль. То есть если ты там школьник, у тебя до хера времени нет бабок, то ты можешь все делать руками. Второй вариант, когда чуваки пытаются делать фермы, то есть они понимают, у них есть там возможности нанять программиста, системного администратора, который все это развернет, они сами скачают скрипты, они в это проинвестируют. Мы пошли по этому пути первый раз. То есть у нас были деньги, у нас было понимание, что это работает. Мы выбрали Arbitrum, были типы, системные администраторы, у них были скрипты, они тоже этим занимались. Мы просто мы им дали ликвидность, говорим, давайте так. Они посчитали, вот нам надо там было, я не помню, сколько уже там, мы пытались 1000 аккаунтов сделать. Вот, не вся 1000 там прошла, там где-то нас отбрили, что-то там где-то поломалось. Вот, и они посчитали, что на каждый аккаунт у нас сколько-то денег, мы там с Максом, по-моему, по 20 там, или по сколько-то там тысяч, я уже точно не помню, скинулись, но это нормальные деньги. То есть, типа, на двоих там а-ля 40 ракет, и пацаны еще что-то делали. Они там, и мы вот это все, почти все, по-моему, там потратилось на транзакции, на комиссии, на вот эту вот всю историю. Вот, и потом оно выстрелило. То есть мы суммарно там, по-моему, что-то около под 300к получили на Arbitrum, на банду. Достали. Да, то есть, грубо 40. говоря, допустим, 40 закинули, а почти 300 получили. То есть, ну, здесь сработала математика, то есть, получается, на один аккаунт в среднем от 500 до там 2-3 тысяч долларов дают. То есть, если у тебя там 100 аккаунтов, вот ты там умножаешь, это примерно в среднем по больнице. И получается, дальше уже появились сервисы как раз автоматизации, появились всякие вот эти закрытые группы, там какие-то платные отдельные скрипты, ты пак покупаешь, но в чем минус скрипта? Ты покупаешь этот скрипт за бабки все равно. То есть тебе его дали. Во-первых, ты, если не понимаешь, как его разворачивать, как им управлять, как его отслеживать, это все равно потом гемор. И внутри скрипта, то есть ты скрипт купил, он только автоматизирует процесс. Он тебе генерит кошельки, он делает какие-то транзы. Но бабки на транзы все равно надо класть свои. Вот. И если ты их неправильно там кладешь, и вот этот скрипт, допустим, он тебе скажет, я тебе нагенерил 100 кошелей, но пополнить их надо. А пополнить их надо как-то либо через субаккаунт или еще. То есть там масса моментов, о которых не говорят, и получается на текущий момент вот то решение, которое мы там сейчас склепаем, вот этот marketplace, да, давай. Причем мы сделаем с той же командой, которая... То есть типы как? Они... Вот мы с ними заработали бабки, они поняли, что у них эта тема тоже сработала, они научились классно антисибилить, вот эту вот историю там с прокси, там в перемешку, да, там и с OKEX, со всем, и они нам говорят, ну, следующий раунд, типа, уже там удвоили нам. Типа, вот будет вот так. А мы им говорим, слушайте, а давайте другую концепцию сделаем. Давайте сделаем типа маркетплейса, соберем типа мини-раунд, вот люди как подписку. То есть сделаем подписку, вы в эту подписку будете генерить минимум, допустим, там 10 бесплатных кошельков и какую-то карточку уже что-то будете делать. А дальше будем добавлять новые карточки, мы будем как медиа-амбассадорить, адвайзеры, мы будем советниками, дадим каких-то тоже вам инвестиций на старте и будем как бы вместе, ну, на каких-то льготных условиях участвовать вот в этой хуйне. И вот у нас сейчас, я тебе до записи говорил, у нас в одном проекте на банду есть 14 тысяч кошельков. Прикинь, 14 тысяч. Это, блядь, руками не нагенерить. Вот мы с помощью вот этой херни себе делаем. То есть во всех карточках, которые там сейчас присутствуют в этом Airdrop Hunter, там у нас есть большие пакеты свои. Их даже не существует. То есть мы там продаем, допустим, пакеты. То есть максимум можно купить 100 аккаунтов. А у нас там, да, намного больше. То есть мы... все равны, но вы равнее. Нет, мы больше бабок тратим. То есть смотри, чтобы прогнать 14 тысяч аккаунтов, это же не бесплатно. То есть это не просто нагенерил. Сколько вы потратили? Да, туда надо засунуть. Слушай, там, я не знаю, там сотнями тысяч долларов. То есть там это вот на комиссии сжигается. То есть оно кажется, что мы сейчас тоже как бы вместе со всеми рискуем и инвестируем, потому что мы не знаем, какой проект. Вот там сейчас 6 карточек, допустим. MetaMask, ZK-Sync, Scroll, Debunk, там еще, но я все не помню. Можно там на сайт зайти, вот Airdrop Hunter, и посмотреть. Но появилось сейчас же, когда все копируют, и появились какие-то чуваки, также назвали Airdrop Hunter, сделали в бота какого-то в телеге, и еще где-то, и они ничего не делают, они просто бабки забирают. Прикинь, вы же сами сделали. Да, они не парятся. То есть, они умнее нас, как минимум. То есть мы тут что-то сжигаем, какие-то 14 тысяч аккаунтов, у нас там есть там SEO отдельно. То есть это как бы... То есть мы в этой компании как адвайзеры и инвесторы. Там отдельно есть SEO, там есть, там, не знаю, там чек 15. У них дизайнеры свои прогеры, джуниоры, хуюнеры, отдельно там те, кто программирует эти ТГ-боты какие-то, там отдельно аналитики, отдельно те, кто дюну ведут. Ну там прям большой комбайн. Там часть типов сидит там в Бангкоке, в Сингапуре, я знаю, в Польше, Дубай, а мы чисто маркетинговую составляющую инвесторскую, да, делаем как бы. А типы просто еще лучше пошли. Они просто все скопировали, сделали типа телеграм-бота какой-то, даже сайта, по-моему, нет.
И просто ты нажимаешь пару кнопок и можешь пополнить там через wallet Паши Дурова, там, отправить бабки любыми способами. И все, они забирают, и как бы на этом все. И нам пишут под каждым роликом: вы ебланы, типа, это говно ваше не работает, блядь. И, ну, то есть, херовый пиар — это тоже пиар, вот. Но я уже думаю, мы с SEO говорили на последнем звонке, ты как-то отслеживай, там, дистанцируйся, там, какой-то логотип придумай другой, потому что, ну, вообще, капец.